maybe a slight flavor difference, but Да, немножко все-таки разница есть, но в плане вкуса. So we can do. So at the moment we're running full cable method, and if you does anyone not know what full cable method is? У нас сейчас HELIX Ритмана подключен четырехкабельным методом, четырехкабельным. Надо объяснить, что это такое, да? Наверное. There's a guy there that doesn't know. Yeah. If you want to do the thing. Да, это очень простая схема подключения. Четырехкабельный метод называется четырехкабельным, потому что вам нужно для подключения 4 кабеля, правильно. Что он позволяет сделать? Обычные ситуации в реальном мире, если у вас есть ламповый усилитель, не ламповый, неважно, вы перед ним кидаете педали свои какие-то овердрайвы, дисторшены, все динамические эффекты. Но у вас есть ревер и дилей, который вы не хотите кидать, естественно, перед входом усилителя, потому что дальше там грязный канал, и ревер и дилей будут звучать грязно. Поэтому обычно эти эффекты кидают в специальный разрыв усилителя, то есть петлю эффекта она называется. Она на задней панели, там есть вход и выход. Это в реальной жизни, то есть кинули перед усилителем несколько педалей и в петлю тоже кинули несколько педалей другого типа просто, чтобы все звучало хорошо. HELIX позволяет нам одним устройством решить вот эту задачу со всеми педалями в разные входы. То есть, что мы делаем? Мы подключаем первый кабель, идет от гитары в HELIX во вход. Дальше мы выстраиваем цепочку эффектов, которые есть. Там овердрайв, еще один овердрайв, еще 3 овердрайва, еще 33 овердрайва. Все, что мы хотим сделать. Ячеек вот много, 32. Можно накрутить, наставить там все, что угодно. Потом мы говорим, окей, хорошо, успокоились. Все педали, которые хотели, все поставили. Ставим точку разрыва, тоже в настройках, точку посыла, так называемый FX-Send с HELIX. Причем у большого HELIX этих точек разрыва и возврата аж 4, то есть можно проделывать сумасшедшие вообще финты. У маленького HX-Stomp и такой разрыв тоже есть, но он один, нам в принципе один и нужен. У LT и у Река тоже все эти штуки есть. То есть из разрыва мы забрали сигнал, подали вторым кабелем на вход усилителя. То есть у нас уже все наши педалечки зазвучали во вход Фридмана. Но нам теперь нужно остальные реверы, дилеи, там, модуляции, хорусы какие-то добавить или вайбы. Что мы делаем? Мы третьим кабелем забираем сигнал после преампа усилителя, то есть с сенда, с посыла петли эффектов назад в HELIX, потому что у него есть еще и возврат. Тоже показываем, куда вернуться, в какой точке цепи. После этого тоже все наши ставим педали в HELIX, которые нам нужно. Там 10 дилеев, 10 реверов. Сколько хотите, вот пока не кончатся ячейки, можно ставить. И забираем сигнал уже, готовый, красивый, наш, который нам нравится, со всеми нашими педалями, с выхода HELIX, с выхода на джеки, не на XLR, только на джеки. И возвращаемся четвертым кабелем в возврат петли эффектов. Тем самым у нас виртуально, получается, висят все наши овердрайвы, дисторшены перед усилителем, а все дилеи, реверы, там, и модуляционные эффекты, которые нам надо, и эффекты основные на времени, на задержке, висят в петле эффектов. И при этом мы использовали с вами 4 кабеля. Вот такого типа подключения у нас сейчас и работает. Cool. So with full cable method and HELIX, we can do some very clever things. So standard full cable method. С четырехкабельным подключением можем делать разные интересные фишки. There's a lot of reverb on that. Ревером много. You've come at the perfect time. Так, ты вовремя пришел. So we get to the gig, and we've spent all of this money on an amp and pedals and everything, and then you put a mic in front of it, and to get the same sound out front, you have to move the mic and spend time, and it's right. I feel your pain. You're like, oh yes. Приехали мы, значит, на концерт, естественно, с нашим сумасшедшим этим. Выгрузили все, усилители эти тяжелые на сцену затянули, все наши педалборды, все наши деньги, которые мы на все это потратили,
подключили. Теперь нам надо снять весь этот звук микрофоном, и мы ищем эту самую точку, sweet spot, где звук самый лучший, потому что сдвинулись на полмиллиметра, уже все по-другому звучит. Ну и вот коллега знает, да, что это такое, и он говорит, да, я чувствую твою боль по поводу всего этого. So, we can, and there are other problems with miking an amp, not just finding the sweet spot on the speaker, but people can knock the mic. You know, drums, if there's any drummers in the audience, I'm very sorry, but drums can come down your guitar mic and mess the front of house mix up. So what I can do within Helix and within the routing is actually send an amp signal, send my preamp signal into an IR or a cab sim, and then send that to front of house. Ну и, конечно, и другие могут быть проблемы возникнуть, но кто-то может сбить ногой там техник на сцене, микрофон пока настраиваетесь, и если рядом с барабанами все это стоит, тоже могут быть проблемы. Проблем хватает. Так вот, что я сейчас попытаюсь сделать, какой вариант. Я после виртуальной той модели своей Фридмана я отправлю свой сигнал в директом, прямо в консоль, то есть симуляция кабинета, микрофона, всего-всего-всего. Несмотря на то, что как бы живой усилитель у меня стоит на сцене. So, we get this. Turn the amp down a wee bit. And that was the DI, not the mic. Yeah. Great. Это я сейчас был, да, директом. Did that sound okay? Yeah? So I'm using an IR that was already in here. I can probably find an IR of this cab, or maybe one that I like. But for now we're just using this. But with this I can do something else that's quite clever. Здесь я сейчас использую как раз модель Фридмана, импульс, который здесь вот сейчас был у меня в стопе. Я, наверное, могу найти импульс конкретно вот этого кабинета и загрузить его в HELIX, чтобы было все максимально близко к оригиналу. Но есть еще одна интересная фишка, которую можно делать вот в таком подключении. Сейчас я вам ее покажу. Change that to that. Using a Friedman amp and the Friedman amp model with an IR. No, so I'm using the Friedman amp, Okay. 4-cable method, and I'm hitting my effects are in the loop. Before it goes back to the amp return, I split the signal, and that's feeding the cab sim that's just coming out of the accelerators. So the preamp is Friedman's preamp. Yes. Да, все верно. То есть у нас фридмановский преамп, и в одной из точек разрыва я просто добавляю туда импульс кабинета и отправляю директор. То есть фридмановский преамп с импульсом уходит директор. So this is the example if you wanted to use Helix just maybe for the effects with your amp. То есть это тот случай, когда вы хотите, допустим, использовать HELIX только в качестве эффект-борда с вашим усилителем. So with this I only have one amp, but I have stereo effects. So I want a stereo rig. So I have two options. I can buy another Friedman. Здесь у меня стереоэффекты, все вот реверы, дилей, у меня стерео, но усилитель у меня один. И я же, конечно же, хочу, чтобы все это стерео звучало в стерео. Но выхода два. Либо мне покупать второй вот такой Friedman. And with that comes money, revalving, carrying it around. С этим всем идет, да. Деньги, вес, который за собой нужно таскать. Space on the stage. Место на сцене. You know, two mics, the sound guy Микрофона. looking at you going, Смотрящий на тебя звукорежиссер. And a lot of pain. a lot of pain, Да, много боли. a lot of doctors built chiropractor.
But what I can do with this is I can have stereo effects, I can monitor behind me in mono with my amp, but out front, what you're hearing is basically a stereo frequent rig. То есть я что могу сделать? Мониториться на сцене, конечно же, я буду в моно, потому что у меня один усилитель, но вы со сцены будете слышать через основные порталы стереозвук. So. Which is cool for a pop gig, maybe ambient stuff. Для поп-музыки, для ambient музыки это классно. Let me add. Maybe this. So everything in the amp is mono, out front is stereo. Все, что усилители это моно, но то, что идет на фронт хаус, стерео. And is that doing the ping pong? Пинг-понг есть, да? Great, it works. Класс, работает. I know you know what you're doing, but I have to check something. Я знаю, что ты делаешь правильно, но хочу проверить. So HELIX is a great way to double your rig. То есть HELIX это еще и классный способ сделать такой вот, удвоить ваш риг, сделать его больше. And obviously what we did earlier with comparing a preamp in HELIX and using the power amp of the real amp, what we can do there is actually not obviously use the same preamp but use a completely different amp. So you have all of the different amps in there to choose from. So you have a Fender based amp or a Marshall based amp. You can add a Vox flavor or a Boogie flavor, or you have a Fender based amp, you can have a Friedman flavor. So you can just add basically more channels to your amp, which is really useful. Еще одна интересная вещь, которую мы вот сравнивали звучание преампа смоделированного в HELIX и преампа Фридмана, но учитывая, что все модели усилителей, абсолютно все в HELIX имеют формат как полного ампа, так и отдельно смоделированного преампа, вы можете делать такие интересные вещи, как сочетать несочетаемое. То есть если вы играете в Marshall, можете использовать преамп там в Fender или Vox или Boogie. Или наоборот, у вас есть на сцене Boogie или Vox, вы можете использовать преамп от 800-го Marshall или бла-бла-бла. То есть банально просто добавлять различные, количественно добавлять различные каналы к вашему двухканальному усилителю, делать его там сумасшедшим многоканальным. So yeah, there might be some of you thinking, well, why is he talking about using it with a real amp and doing it like that? Well, that's how I use it a lot, and that is a big thing with the whole HELIX family. You can use it in so many different ways. Yeah, if you want to replace your entire rig because it's a full stack or a stereo stack and a big pedal board the size of a door, HELIX will do that very easily, very quickly and very comfortably and sound amazing. But if you just want to use it for a few effects, you can do that too. Or a recording interface, or a full control system for your entire rig. HELIX can do so many different things, so the limitations are really kind of down to you and your thoughts. Вы можете подумать, зачем он рассказывает вот это вот все с усилителями, чем я рассказываю всю эту тему с использованием вместе с усилителями, потому что, как правило, стереотип по поводу любого процессора или модуля, то есть эта штука должна работать директом и заменять все. Но это так, как я использую сам HELIX, то есть я использую его часто в связке с живыми усилителями, и это намного больше, чем просто, да, если вы хотите заменить им всю цепочку
вашего педалборда, усилителя, всего остального он тоже, конечно же, может это сделать. Но HELIX это гораздо больше, чем просто модулер. Это control, ground control, да, который может управлять вашим своим ригом и усилителем в том числе, и педалбордом. Это и аудиоинтерфейс многоканальный, причем у всех HELIX, от самого маленького до самого большого, он тоже одинаковый, не обрезанный, 2496, 8 каналов на вход, 8 на выход. Это и MIDI сообщения, и как бы управление другими программами, световыми приборами. Там, допустим, если у вас все подключено, завязано на клик-трек, как сейчас многие группы играют, вы можете одним фокс-свитчом управлять. У вас будет запускаться ваш пресет, будет запускаться световое шоу, будет запускаться бэкинг-трек. И это все может делать один единственный прибор. HELIX is not just for guitar players. Obviously, there's a whole heap of bass amps in there with more to come. Это не только гитарный процессор, стоит его причислять исключительно к гитарам. Там очень много басовых моделей, которые, кстати, добавились в прошивке 2.80, очень много ампегов новых, и СВТ тоже легендарный появился там. Поэтому для бас-гитаристов тоже будет больше новых моделей, усилителей и педалей. Yeah, so guitar, bass, keyboards, every input and output can be assigned to be line level or instrument level. DJ, even if you have an electric drum kit, you could put that through here, and if you want to put your snare drum through a dual rectify model, you need to seek some help, but you know, you can do that. Клавишные инструменты, потому что каждый из входов, он регулируется по чувствительности, это может быть инструментальный или линейный вход, то есть можно клавишные инструменты, если вы диджейскую тему сюда включить, электронные барабаны, хотите малый барабан, чтобы у вас звучал через dual rectifier, ну, к доктору вам, конечно, но все нормально, можно это сделать. То есть абсолютно любой каприз. Даже микрофонный вход здесь есть на больших, на флоре, на реке. Микрофонный вход с фантомным питанием, mic input, то есть можно делать совершенно сумасшедшие вещи. Можно делать директ, можно подзвучивать свой же собственный усилитель, который у вас есть с микрофонным входом, еще и там, какие-то эффекты там использовать, микшировать это все. То есть только ваше воображение, наверное, может ограничивать возможности, которые могут с ним быть. Yeah, good friend of mine uses HELIX. He puts his guitar through it and his mic, so he has all the effects. Everything's just nice, and he can switch. If you want to be Ed Sheeran, you know. Один мой друг использует как раз таки такой вариант, и гитара, и микрофон вокальный подключен к нему, то есть все прекрасно работает одновременно на разных дорожках, разные эффекты, то есть можно и Эдом Шираном заделаться. Yeah, you can be Ed Sheeran if you want, with the vocals and guitar going through a looper. Да, то есть и лупер тут тоже есть, то есть можно сразу же выступать с этим прибором.